Всем привет! Такая, ребята, у нас зима наступила, снег долгожданный, только уже сезон зайцев закончен. В этом январе мне удалось добыть 2 волка. Приехал Андрюха в гости. Как-то так получилось, что мы поздно выехали, наверное, часов 10 мы только заехали на точку. Там живет стая, там такие достаточно обширная территория, заболоченная, поймы, есть такие небольшие поля. И уже мы ее пасем второй год, эту стаю как-то. Она стала поменьше уже, конечно, эта стая. В прошлом году мы видели на глаза 11 штук. Там, ну, летом на загонной охоте там добывали волков. Очень сложная местность. Ну, порядка 6-7 раз мы на них охотились именно вабой. И всегда какие-то нюансы, как-то зверь выходил, заходил с другой стороны. Первый раз, как мы только туда приехали, мы отстрелялись по волку, но не попали. Он прибежал, наверное, на 100 метров за спины, короче. В общем, приехали мы на точку. Егерь Коля высадил нас и увез машину. Это все дело в болоте проходило, там не так далеко деревня, с километр, наверное. Еще мы даже не начали, Андрей не начал вабить. Они начали сами там выть, завывать, там такой ольшанник. Они где-то в середине сидели, завывали там в этом ольшаннике. В общем, Андрюха дал первую вабу, они отозвались, мы час стояли, 0, там они периодически подвывали. В общем, потом вторую, уже мы разделились, обошли как бы их. Они скорее всего, что-то там добыли, эти волки, загрызли и пировали, скажем так. Потому что уже, ну, было 10, а темнеет там вообще, наверное, в 5. В общем, волки уже с 6 точно на ходу, то есть 4 часа, ну, как бы мы так прикинули, что они кого-то кушали. И, в общем, 3 часа все это длилось. Мы выли, они выли в ответ. Ну и в итоге они стройнулись с места. Начали нас обходить, пошли к реке, к Припяти. Пошли на круг, как бы с-под ветра нас обходить. Погода была очень сырая. Такой плотный туман сел. Небольшой ветерок, совсем такой небольшой. И в итоге мы поняли, что волки нас обходят и начали как бы смещаться предположительно туда, откуда они выйдут, ну, чтобы они нас не снюхали. Уже вот мы, ну, они периодически сами выли, там, Андрей выл, это было там, ну, не знаю, он раз 15 выл, то есть все время они отзывались и отзывались. Последний раз уже где-то они метров 300 были в лозе и завывали. Андрюха выл, они ему отзывались. Это вообще, такой охоты у меня еще никогда не было. Прям такие ощущения, когда они воют, воют и воют, эти волки, и ты ждешь и ждешь, все это 3 часа продолжается, и ты ждешь, пока они выйдут. Ну и в итоге, в общем, они выходят, эти волки. Выходят где-то на 250 метров. Дальномеры не работают, конечно же, в плотный туман. Непонятно. Они выходят, садятся. Ну, часть легла, 5 штук было. Часть стояла, они начали выть. Андрей так в ладошки подвывал им. В общем, 250 метров друг от друга. Андрюха воет, волки воют. В общем, разговор идет. А тут Андрей принимает решение стрелять. Как бы там все в адреналине, у меня руки вообще тряслись, как, не знаю, как осиновый листочек так. Здесь мы уже готовимся к выстрелу. Волки стоят, не чувствуют никакой угрозы. Начинаем отсчет. И как раз в момент выстрела у меня зависает картинка, срабатывает шторка. Я делаю выстрел в зависшее изображение, но слышен отчетливый шлепок. Я думаю, что Андрюха попал, добыл волка. Но сам отстреливаюсь с горечью, что не попал. Что такая досадная ситуация. Волки быстренько разбегаются, как обычно у них бывает. Здесь ищу дальше цель. Как раз вылез лось. Был бы прибор похуже, можно было бы и в лося стрельнуть, если бы какая-нибудь линза 19 стояла. Вот посмотрите эти же кадры с Андрюхиного прибора, прицела. С Андрюхиного прицела уже четко видно, что волк, который упал, был добыт мной.
Что, работаем? Триста 33. Блять, у меня как раз прицел, сука. Тише, 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 тише. Тише, тише. Вон волк, блядь. Ну что, с полем? Наконец-то нам улыбнулась удача. Были шансы добыть побольше, но Андрюха вроде еще одного заранил. Но это вообще прикол. Андрюха говорит, что это я его добыл. Я говорю, что это Андрюха его добыл. Непонятно. Было, наверное, вышло штук 6. И еще отзывалось около 3-4 дальше. Такая интересная охота. Пришлось вытягивать. Ну сколько мы их вытягивали? Долго? Мы приехали во сколько? Около 10. Около С 10 часов вы вытягивали до С 10 4 часа, грубо До говоря. часа. стреляли мы 12:30 где-то. И все время они отзывались. Все время они выли На нам в месте, ответ. ну вот видно, что они наетые. Да. Все сбито тут зверем, поэтому где-то что-то они завалили и очень-очень нехотя. Нам пришли. Да, ну мы их подтянули, вытянули. Это была очень интересная охота, очень. Я просто в таких эмоциях, мне даже без разницы, что мы только в одного попали. Не, вроде в двух попали, но это было, блин, это было так прикольно, не так выли тут. Они все время были недалеко и все время выли и выли. И там Да, что-то грызлись, что-то там на разные спорили. голоса отвечали разные волки, кстати. Да. Вот иногда эти отвечали, а иногда на матерого отвечали матерые. Но матерых мы не дождались, вышли вот эти, которые ближе. Все-таки мы их вытянули, Поспешили. отстрелялись плохо, да. Туман периодически Да, дальномером не- не замеряет, непонятное расстояние. Например, не работал. Ну и чуть-чуть уже адреналинчик сделал свое дело, в общем. Ну, продолжим. Ну и что интересно, даже после выстрелов потом они все равно отзывались. Да. Все равно отзывались. И, ну, главное, что зверь добыт. Да? С полем нас. Поле. Андрюха еле тащит его сам. Разделочную будем жарить печенку. Мы на следующий день с Андрюхой тоже ездили, но была плохая погода, как бы волки нигде не отозвались, там что-то пару лист стрельнули и все. А потом через неделю стала хорошая погода, и я поехал на охоту. Поехал поохотиться сам. Вот моя ваба, я уже ее сделал, ну, наверное, 1.5 года назад. Все в нее там тренировался. Ну, как бы результата у меня не было. Ну, да и путевки у меня, если честно, на хищника не было. Сейчас я вот устроился в Бор на работу. Так что мне, как штатному сотруднику, дали путевку на нежелательные виды. Так. Ну и вот я сделал себе такую вабу. Ну, у меня раньше путевки не было, поэтому я особо не страдал ерундой, знаете, без карабина просто ехать и дразнить волков, это так себе занятие. То есть я обычно какой-то анализ делал, искал волков, и там уже, когда Андрюха приезжал, мы уже с ним пытались охотиться, да. Но сейчас уже я, в принципе, начинаю охотиться сам, уже 2 раза у меня получилось вызвать волков. Ну, сейчас я вам покажу, в принципе, как я ловлю, да, чуть-чуть отойду. Чуть-чуть отойду.
Ну, в общем, как-то так. Ну и еще в прошлом году я нашел в одном месте волков стаю. Никогда у нас в этом месте волков не было. И я, в общем, решил попробовать поохотиться. Снега не было у нас до февраля, до сейчас. И я просто без снега, без разведки просто поехал поохотиться. Ну, смотрите, как это было. Ребята, приехал в угодье, начало 8-го. У нас снега нету вообще. Ну вот, закрытие было буквально вчера на Зайца. Я когда был где-то с месяц назад, был такой небольшой снежочек выпал. Я сюда на Бобра ездил. Здесь такое локальное место. И видел здесь где-то 5 или 6 волков стаю. Здесь я уже был на прошлой неделе, заезжал. Но была очень плохая погода, сегодня ветер потише. Вообще непонятно, сейчас прогнозеры никак не могут угадать с ветром. Смотришь на завтра, даже на сегодня бывает, что не угадывает. Так что смотрю по факту. Сегодня вроде потише. Хочу попробовать повыть. Буду учиться. То есть вот прошлый понедельник с Андрюхой были. Вроде сказал, что получается у меня. Ну, мы пока вместе ездим, то он все время вабит. Я как бы не вавлю. Ну, самому тоже надо учиться, но буду учиться. Не могу поверить своим глазам, что ко мне бегут волки. Ну, сразу, конечно, не был уверен, что это именно волки, но вот уже, в принципе, на этом расстоянии отчетливо понятно. Арма, 640 матрица, 50 линза. Все-таки дает хорошую картинку, и мы можем распознать зверя на большом расстоянии. Довольно уверенно бегут в мою сторону. Я стою, боюсь пошевелиться, начинается колотун, сердце бешено стучит в груди, руки трясутся, но уже я понимаю, что они бегут прямо ко мне, и я скоро буду делать выстрел. Ну, тоже разные мысли в голове, только бы подошли поближе, чтобы нормально отстреляться. Вот здесь вот стали, тоже начинаются всякие мысли в голове, сейчас, может, побегу в другую сторону, тут дистанция не для выстрела, по крайней мере, не для меня, на 400 метров я еще пока не стреляю. Ну, пара волков, матерый с матерой, как уже потом оказалось. Вот здесь уже, в принципе, дистанция, можно стрелять. Но бегут ко мне, я не спешу. Боюсь пошевелиться, потому что трава сухая, шумит. Но вот они как бы меня пробегают, и немножко приходится смещаться. Уже понимаю, что надо стрелять. Они бегут прямо к моей машине. Я посвистел, и они остановились. Стреляю по второй. Она как бы вроде чуть-чуть удобнее стала. Попадаю четко по месту. Начинаю добивать. Вторым выстрелом по матерому стрелял. Ну, зверь крепкий, вот 2 попадания было. Вот здесь чистый промах. Промазываю. Уже патроны закончились. Докидываю патроны из кармана. В принципе, там бы хватило бы и тех попаданий, но уже наверняка
Ну что, ребята, вы все видели? Все-таки ко мне волки пришли наконец-то. Без отзыва. Крупная матерая волчица. Сейчас я вам покажу. Вы можете меня поздравить с моим первым, честно добытым по-настоящему волком. Матерая волчица. Первый был крупнее, матерый. Я сейчас еще уеду. Часика два где-нибудь потусуюсь. Посижу в интернете, наверное, или что. Похвастаюсь. И вернусь. И попробую еще повыть где-нибудь рядышком. Возможно, матерый будет ее искать. Ребята, Аркон помог, что один, что второй. С этого нового прицела уже добыто мной 2 волка. Это было что-то такое прям... Короче, ну я не знаю, я когда вижу волка в прицел, меня колодит, просто я не могу ничего совладать с собой. Хорошо, что они близко подбежали, где-то на 90 метров. Здоровенная, матерая волчица. А смотрите, какая она. Красотка, а? Какая красотка. Ох, его. Куда там? Что, немножко проанализируем, что произошло. Я наметил, как бы, сегодня себе несколько точек. Тут такое локальное место, несколько полей, окруженные болотом со всех сторон. Я наметил себе несколько точек. Думал, что там-сям попробую, долго задерживаться не буду, на отзыв поваблю. Ну, первое, поехал, самое перспективное, в середину болота. Там такие луга, косят траву. Ну, оно такое, может, с полкилометра длиной и где-то 100 метров шириной. 100-200, такое вот овальное. Раз повабил, 2 повабил, потом что-то попробовал матерым повабить. Ну, то есть я еще сильно не понимаю, что я делаю. Как бы понимание есть, но не до конца. Потом еще раз ну, никто не отозвался ни разу. То есть, ну, и я пробую там, как у меня получается. Где-то с полчасика я постоял. И уже думаю, ну все, надо уходить. Никто не отзывается. Следующее место. Где-то 4 места я думал проверить. Я ставлю карабин на треногу. Думаю, проверю зарядку. Вот, ну, я уже собираюсь уходить. То есть я на плечо вабу повесил, ставлю карабин на треногу и вижу, они бегут. Бегут ко мне, прям бегут. Ну, я не знаю, я пока что-то с эмоциями сильно не могу совладать, когда вижу волка в прицел. У меня начинает сердце бешено колотиться, руки трястись. Ну, бежали они, бежали, со мной уже поравнялись. Они уже к машине, машина где-то, наверное, метров 50 от них стояла. То есть они прямо к моей машине бежали. Я ее так в начале этой полянки оставил, съехал с дамбы и оставил, чтобы она на дороге не стояла. Ну и свистнул, они остановились. Спереди был матерый. Ну, я уже сейчас проанализировал, потому что это была пара. Спереди был матерый, матерая сзади. Ну, я по второму выстрелил. Не помню почему, наверное, она удобнее стояла. Второй выстрел сделал по матерому, не попал по бегущему. Она начала подниматься. Я уже начал ей добавлять. Ну и потом уже я матерого и не увидел. Он скрылся. Не знаю, завтра как бы по идее надо ехать опять пробовать этого матерого звать. Возможно, что-то получится. Но посмотрим по погоде. Надо наработку завтра с утра. Короче, куча дел. Но хочется завершить как бы начатое. Ну, кадры вот с Аркон Армы. То есть я уже ее несколько месяцев ей пользуюсь. Уже не один зверь на ее счету. 50-я арма с дальномером. Вот так вот она выглядит.
Хороший прибор, хорошая картина. Дальномер корректно работает, показывает настоящую дальность. Пока еще что-то нет у них баллистического калькулятора. Будем надеяться, что они его скоро сделают. Прицел мне нравится. Вот честно говорю, ну, я как бы очень доволен им. Также у меня есть новиночка, сейчас покажу от Аркона. Кто, ребята, Аркон себе какой-то заказывает, покупает на официальных сайтах в России, Беларуси есть скидка для моих подписчиков, она вполне достойная, так что пользуйтесь. Значит, перейдем к новинке. На смену Овису второму пришел Невис. Вот такой вот формат, сейчас вам покажу. Стал немножко меньше. Невис 25, Овис здесь у меня 35. То есть, ну, картинку смысла нету сравнивать, потому что здесь картинка выигрывает. Все-таки линза на 40% больше. Линза это основной практически показатель качества картинки. То есть она получает информацию. То есть информации здесь на 40% больше, так что как бы и картинка качественнее получается. Но здесь у нас идет уже аккумулятор 18650. Хотя вот здесь штатного этого аккумулятора вполне хватает на охоту. Значит, по Невису, что могу сказать? Тут только я с ним одну охоту отохотился. Конечно, после Овиса заметно, что картинка уступает наружевым. Но на расстоянии уже 300 метров практически невозможно отличить лису от зайца. Уже смотришь, приходится в арму смотреть. В армии уже на 500 метров я, в принципе, могу лису от зайца отличить, особенно если они двигаются. Поменяли форму, прислушивались к клиентам, сделали 18650, это вообще супер неплохо. В любой момент заменил аккумулятор, другой, хоть ты их 10 штук в кармане таскай. Аркон не стоит на месте, поэтому будем сейчас тестить вот этот приборчик. То есть приборчик неплохой. За свои деньги так очень даже. По-моему, в районе $900. С моей скидкой еще будет дешевле немножко. Будем пытаться добывать волков. В этом году я планирую плотником ими заниматься. Так что будут еще видео по волкам. Оценивайте этот видос. Подписывайтесь на канал и увидимся в угодьях.